Всем привет! Сегодня хочу показать вам очень интересный экземпляр. Этот представитель винтокрылых машин появился на свет в далеком 1977 году в американском штате Иллинойс, но в 2020 году поселился и в Европе, в Германии. И что это за зверь такой? А это американский тяжелый бомбардировщик Б-29 в 48 масштабе. Известен он в первую очередь, что именно с этого самолета были сброшены атомные бомбы по Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. Данный представитель имеет достаточно простую конструкцию тела, состоящую из всего 215 деталей, но имеет большую массу и впечатляющий размер. В длину он достигает 65,5 см, а в ширину аж 90. Содержит в себе две половины фюзеляжа, инструкцию, декаль, фототравление и окрасочные маски, и пакеты с литниками, что, собственно говоря, логично. Фюзеляж разделен на две части пополам, но в длину это цельная деталь, что очень упрощает сборку. Очень хорошо выполнен руль направления. Хоть он сделан вместе с килем и фюзеляжем, но имеет явно выраженную структуру полотняной обшивки. Триммер руля также сделан довольно-таки неплохо. И сразу огромный минус, почти сразу. Напоминаю, 1977 год. Обратите внимание на расшивку, она внешняя. Вот это такое обломище, мам не горюй. Спиливать и привязать к одной руке скрайбер, к другой линейку. Запастись маскировочной лентой и терпением. Фюзеляж имеет некий интерьер, здесь нормально. Только следы толкателей находятся, возможно, там, где их будет видно. Но это не точно. Нужно на практике смотреть. Интерьер кабины также проработан. На литниках будет достаточно большое количество данной части конструкции самолета. Стыкуемость половин с первой пробы нормальная. Но есть какие-то выбоины на местах склейки. Шпаклевка будет нужна по-любому. И сразу кирдык будет о расшивке. Внешнюю восстанавливать, это дурной тон. Поэтому скрайбер. Площадь крыла просто бешеная, но она огромная. Крыло поделено на 4 части. Элероны отлиты вместе с ним и имеют выделенную структуру полотна. Стойки шасси какие-то замыленные, мне не понравились.
Чувствуется, что 1977 год. Второй литник с частью крыла. Кресло кабины пилота, кстати, это может быть и не пилота, но это не важно. Кресло отлито вместе с ремнями, которые нужно будет убирать, так как набор комплектуется фототравленными ремнями. Следующий литник содержит свободно падающие бомбы. Их всего 12 на двух литниках. Исходя из этого, они скорее всего весом 454 килограмма. Вообще, 29-й мог нести 4 варианта бомб. Также здесь два винта двигателей. Двигателей всего 4 на машине. Стабилизатор, сделанный двумя частями и уже вместе с рулем высоты и триммером. И два обтекателя двигателей. Еще литник с бомбами, стабилизатором. Еще кресло также с ремнями. Экипаж самолета 11 человек, 3 герметичные кабины, соединенные между собой цилиндрическим тоннелем, который проработан в модели. Вы его сейчас можете увидеть на литнике. На данном литнике, судя по всему, атомная бомба очень похожа на толстяка, которую сбросили на Нагасаки. Малыша сбросили на Хиросиму, толстяка на Нагасаки. Расшивка внешняя. Колеса симпатичные, но располовиненные. А они имеют очень сложный протектор. Я про основную стойку говорю. Очень тяжело будет убрать шов. Вернее, шов убрать быстро, восстановить протектор долго. С передними попроще, конечно. Да и вообще, у Эдуарда есть набор колес на B29. Эдуард – это не имя. И не мой друг какой-нибудь. Это чешский производитель модели и автомаркета. А здесь я показываю проработку интерьера самолета. В комплекте есть набор цветного фототравления на модель. Поэтому здесь что-то нужно будет стачивать, убирать. 5 фигур, то ли пилотов, но скорее всего обслуживающий персонал, техники. Некоторые из них очень смешные. Один что-то пытается открутить, подкрутить гаечным ключом. Литник с винтами, которые не используются в наборе. Здесь используется одна круглая деталь. Не определил, что это, но крепится на нижнюю часть фюзеляжа. Ну и заключительный литник. Здесь приоритетно посмотреть на интерьер кабины пилотов. Прям так интересно, что производитель не заморачивался и отлил все в одну деталь. Ну, не все, конечно, но многое. Литник с прозрачными деталями. Красивая схема переплета кабины пилотов. Переплет проклепанный. Снова внешне. Здесь вроде бы и верно, но как выделять, мне лично непонятно. Но зато красиво.
Первая плата фототравления. Интерьер. Плата цветная. Производитель его снова мой друг Эдуард. Красить не нужно. Удалить пластик и приклеить. Все. Здесь все просто. Второй и также цветной набор фототравления. Это привязные ремни. Удаляем пластиковые, цепляем металлические. Третья и заключительная плата. Уже не цветная. Здесь проработка двигателей. Ну и, конечно же, схема установки всех плат на модель. Два листа окрасочных масок на прозрачные детали и колеса. Также фирма Эдуард. И также есть схема нанесения. Офигенская декаль на 4 варианта окраса. И не менее офигенская инструкция на нескольких языках, включая русский. Содержимое набора. И сборка. Деталей немного, поэтому и шагов сборки немного. Но не забываем про 4 листа инструкции для фототравления. Четыре варианта окраса. Первый, я только года назову. Март 1945 год. Второй. Март 1945 год. Третий. Март 1945 год. Шутка. Июнь 45-го. И четвертый. Июнь 45-го года. Все. Я наговорился на 3 дня вперед. Заканчиваю. Модель есть в наличии на данный момент на нашем сайте i-modelist.ru. Стоит сущие пустяки 16 700 рублей. Но модель вышла ограниченной серией, поэтому сегодня есть, а завтра нет. Стоит задуматься. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.